Алло, привет, друзья! Меня видно? Вы меня видите, слышите? Если все хорошо, то пишите в комментариях, что здесь меня видно и слышно. Так, пока еще никто не написал, сегодня я буду говорить только по-русски. Да, не по-английски, не по-вьетнамски. Так, Джоэл, привет, привет, Аманда, привет, Фредерик, привет, Сала, привет, Раде. Так, секундочку, моя собака стучится. Заходи. Ой, так. Так, ну все, значит, меня всем хорошо слышно. Вот. Давайте еще подождем пару минут, пока другие люди подключаются. Так, что тут у меня? Я подготовил то, что хочу сказать. Я сегодня очень волнуюсь, потому что сегодня мой первый лайвстрим. Вот, поэтому немножко переживаю. Так, что тут я написал? Какие-то вещи, надо не забыть. Вот, так. Так, мистер Very Minley не очень рад, что я говорю только по-русски. Ну, извини. Кстати, сейчас я говорю только по-русски, и сейчас лайвстрим, да, нет субтитров, но через, я думаю, завтра или послезавтра будут субтитры, так что вы можете еще раз посмотреть, и если что-то непонятно, то там будет субтитры и перевод на английском и на русском. Вот. Так, привет, Project French. Вот, что я делал сегодня? Ну, сегодня я, как обычно, много работал. Да, что я делал? Сегодня у нас очень сильный дождь, да? Дождь, и поэтому, да, мне надо было ехать на рынок на моем мотоцикле и купить фрукты, там, картофель, томаты. И был дождь, и я на мотоцикле... В общем, было не очень приятно, да. Но в целом все хорошо, да, и сегодня вот я готовился к этому стриму. Также, если вы что-то не понимаете, я не буду говорить по-английски, только по-русски. Так, алло. Ага. Но у меня есть вот такая доска, я буду здесь рисовать, если что-то непонятно. Так. Привет, Эрика. Да, иногда я буду, как сказать, говорить медленно, чтобы всем было понятно. Вот, но да, мы будем говорить сегодня только по-русски. Вот, привет из Армении. О, круто! Я никогда не был в Армении, но очень давно хотел туда поехать. Да, это моя мечта. Вот, я думаю, Ереван очень красивый город. Вообще весь Кавказ я хочу посетить. Вот. Да, ну что вообще сегодня мы будем делать? Сегодня будет у меня 10 тысяч подписчиков, вот, и я очень рад, как сказать, этому. И так много людей меня поддерживает. Я очень вам благодарен, большое спасибо. И да, как сказать, спасибо, что вы здесь сегодня. Это для меня тоже очень приятно. И у нас будут Q&A, да, вы спрашиваете меня разные вопросы, я отвечаю по-русски, я использую это, если непонятно, да, я рисую. И также, что еще? Да, и потом в конце будет объявление, announcement, да, объявление.
Вот, Рады спросил меня, могу ли я плавать в море, когда идет дождь. Да, Рады, я могу. И ты знаешь, что я могу. Мы вместе с Раде, он живет здесь, в Хойане, мы вместе плавали в море, и это было очень круто. Да, недавно был большой дождь, и мы хотели плавать, как сказать, на серфинге, но у нас были такие маленькие доски, как бодиборд, но было слишком рано, и мы не могли их взять в аренду, потому что все рестораны были закрыты. Поэтому мы просто пошли на море, и были большие волны, дождь, и мы просто ловили волны и кайфовали, да, мы такие, вау, круто, вот так. Так, привет, Лили из Франции, привет. Во Франции я тоже один раз был, или 2 раза, в Париже, на Эйфелевой башне. Конечно, я там один раз потерялся. Я такой, мама, папа, где вы? Да. Да, но я очень сильно хочу съездить во Францию еще раз. Да. Так, привет из Финляндии. Привет! Юка Квимаки. Вау, финский язык я хотел раньше изучать, но у меня, к сожалению, пока нет времени. Но я обязательно до него доберусь. Да, только по-русски. Привет из США, Индиана. Привет, Индиана. Как у вас там поживает Хокинс? Больше монстры не вылазят из-под земли? из другой вселенной. Это отсылка к сериалу Stranger Things, если вы знаете. По-русски мы называем более, как сказать, странные дела. Вот. Какая история этот новый цвет? Цвет сзади — это просто розовый цвет. Вот. Золтан задал первый вопрос. Привет, что самое лучшее в твоей работе? Ты знаешь, мне очень нравится, как сказать... Во-первых, я думаю, мне все нравится в моей работе, да? Мне нравится, что в моей работе есть много разных этапов, да? То есть я могу снимать видео, да? Это один момент. Я работаю как видеосоздатель, да, как режиссер. Также я думаю о том, что делать, то есть я пишу историю к видео, потом я монтирую, да, использую там DaVinci или другие программы. И да, мне просто нравится работать, создавать контент. Я думаю, это очень интересно, вот. И также мне нравится преподавать русский. То есть мне нравится делать разные вещи. И чем больше разных вещей, тем лучше. Я не могу делать одно дело, одну какую-то работу. Для меня это очень тяжело. Я очень быстро устаю, и мне очень быстро становится скучно. Вот. Да, привет из Казахстана, да, классно. В Казахстане тоже ни разу не был, к сожалению. Угу. Привет из Турции. Да, у меня сестра сейчас в Турции. Она помогает мне в работе этого канала. Она делает субтитры ко всем видео и транскрипты. Так что если вы мой патрон, то вы обязательно знаете, обязательно видели результат ее работы. Вот. Так, что здесь еще пишут? Тебе нравится быть мокрым? Нет, мне не нравится быть мокрым. Я люблю быть сухим, да, когда нет много воды. Но когда я иду плавать в море, то это не проблема, да, там много воды, и, да, меня это не пугает. Главное, что когда я вернусь домой, я приму горячий душ, я вытрусь полотенцем, и я буду пить вкусный чай, горяченький, да, и все будет хорошо. Я буду сухой. Так, привет из Македонии. Круто. Привет, друзья, из Македонии. Я ничего не знаю про Македонию, абсолютно ничего, но обязательно когда-нибудь туда к вам съезжу.
Так, привет из Миннесоты. Привет, ребята. Что ты пьешь? Хороший вопрос. Я пью чай. Это черный чай с бергамотом. Или по-английски называется Earl Grey. Вот, и он очень ароматный. Он дает мне силы, да, чтобы я мог сейчас... потому что у нас сейчас немножко поздно. У нас 9 часов вечера. Вот, и чтобы я не уснул, пока я с вами, я пью чай. Но я думаю, что я не усну, потому что у меня сейчас адреналин внутри. Я лайвстрим первый. Вот. По-русски лайвстрим, кстати, это будет прямая трансляция. Да, у меня сейчас прямая трансляция с вами, друзья. Так, привет из Аризоны. Привет, Исаак. В Аризоне ни разу... Я вообще в США ни разу не был, но обязательно хочу когда-нибудь туда поехать, вот, чтобы посетить национальные парки американские. Мне очень хочется разные. Я думаю, там очень интересная природа, ну и, в принципе, культура в Америке тоже необычная, я думаю. Вот. Чай, да, это... Я обожаю чай. Я не пью кофе, кстати. Вот один факт обо мне. Я почти вообще не пью кофе. Может быть, 2 или 3 раза в год я пью кофе. Потому что, когда я пью кофе, то потом у меня трясутся руки. Но от чая нет, с чаем нормально. Не знаю почему. Вот. Спрашивает Project French, какие современные русские книги ты рекомендуешь? Ой, смотря для чего. Если русские книги для чтения, как проза, да, non-fiction, то нет, fiction, наоборот, да, проза, то есть очень много интересных. Если нравится фантастика, то я рекомендую Сергея Лукьяненко, очень хороший писатель. Если вам нравится, допустим, какая-то более историческая или детективная литература, то рекомендую Бориса Акунина, очень крутые книжки. Вот, да, это то, что мне сейчас пришло в голову. Так, привет из Польши, привет, Бука. Да, Польша моя... Возможно, в будущем это будет моя новая родина, но пока не знаю. Это, как сказать... Да, посмотрим, как будет дальше. Что самое сложное в вашей работе? Спасибо, Золтан. Самое сложное, я думаю, это то, что, во-первых, это как нужно делать постоянно. Да, то есть я делаю новые видео каждую неделю, я делаю подкасты каждые 2 недели, и то есть нужно всегда, как сказать, я не могу сказать, сегодня я ничего не делаю, или сегодня я буду делать что-то другое, то есть мне всегда нужно помнить, что у меня есть ответственность, вот, что мне нужно делать мою работу. Я думаю, это самое сложное. А остальное, в принципе, не так сложно. Вот. Привет из Англии, Сэм. Привет. Так, спасибо, Энтони, да, за то, что тебе нравится смотреть мои видео. Расскажи мне, почему тебе нравится. Ты можешь написать. Вот. Так, Эрика спрашивает. Я не могла понимать, как работает выучить и научить и научиться. Много глаголов я должна заниматься, не знаю. Да, ты знаешь, выучить и научить. Во-первых, у меня есть новое видео, вы можете посмотреть. Я сделаю вот ссылку здесь, это будет после стрима или здесь. Я думаю, где-то там ссылка будет. И у меня было новое видео, где я использовал куклы, Васю и Зайку, и они как раз помогали вам выучить эту тему, учиться, научиться, выучить, изучать, вот эти все глаголы с изучением. Там это будет, после стрима можете еще раз посмотреть, и там будет ссылка.
Да, Золтан Глуховский — это очень хороший писатель. Я, кстати, его недавно слушал аудиокнигу, которая называется «Пост». Очень классная книга, всем рекомендую. В какой-то степени эта книга, она немножко, как сказать, эта книга, она показывает то, что может сейчас произойти с нашей страной, да, то, что сейчас происходит с Россией, и может через 10 лет, через 20 лет, если все будет идти так, как идет, да, хуже, то, может быть, в книге «Пост» будет наше будущее. Но я надеюсь, что это не так. Надеюсь, что скоро все будет хорошо, да. Так, привет из Нидерландов. Привет, Альфонс. В Голландии, в Нидерландах никогда не был, но обязательно хочу побывать, потому что у вас там очень много велосипедов, и я люблю кататься на велосипедах. Вот. Привет из Турции. Привет, Синди. Синди моя студентка. Вот, привет, да, вы ждете меня в Канаде, да, я знаю, я тоже хочу поехать в Канаду, в Америку, в Канаду. У меня есть такой план, может быть, через 5 лет, когда у меня будет уже, не знаю, больше свободного времени, то я хочу сделать тур по США, по Канаде, да, ездить в разные города и организовывать маленькие встречи, где мы можем практиковать русский и, возможно, проводить TPRS классы, да, или также я могу использовать куклы, да, с Васей устраивать шоу и Зайкой. Я пока еще не решил, но обязательно я приеду в США и в Канаду когда-нибудь, вот. Так, Энтони говорит: ага, ты понимаешь и учишь русский из моих видео. Да, спасибо, Энтони, да, я стараюсь, то есть цель моего канала в том, чтобы помочь людям как бы легче изучать язык без огромного количества грамматики, правил. Это важно, я понимаю, но, как сказать, так легче. Вот, я думаю, когда есть интересная история, да, я всегда любил истории, поэтому таким образом я и вам помогаю изучать русский язык. Так, здесь много новых вопросов. Вы играете разные роли в своих видео. Какой самый близкий? Крокодил Вася? Хороший вопрос, Золтан, спасибо. Сегодня ты спрашиваешь так много вопросов. Вот. Я думаю, в моих роликах действительно Вася в какой-то степени, Вася не я, да, это другой персонаж, но в нем действительно есть много тех вещей, которые мне нравятся. Да, в нем есть много характеристик, его хобби, его, как сказать, характер немножко похож на мой, да, но какие-то вещи у меня также есть и от Пети, да, от кота. Так что, наверное, конечно, Вася самый близкий, потому что он был самый первый. Вот. Так, привет, Надежда. Привет. Да, Синди пригласила тебя приехать в Канаду. Да, я бы с радостью, но пока не знаю, как это будет. Надо посмотреть в будущем. Так, Юка говорит: мои русские друзья всегда угощают так много еды, когда я хожу к ним в гости, что я думаю, если бы мне надо было бы платить им деньги. Да, русские люди очень гостеприимные, да, когда ко мне приходят гости домой, то я хочу дать им всю еду, которая у меня есть, да, у меня есть какие-то вкусные конфеты, вкусная еда, я все им даю, потому что это часть нашей культуры, вот так. Да, спасибо, Рада, за donation, он хочет увидеть Васю.
Ну, Вася, он, к сожалению, здесь не сейчас. К сожалению, Васи сейчас здесь нет. Он в другой комнате. Но к нам может прийти в гости кто-нибудь другой. Я обязательно принесу Васю потом, потому что я не хочу уходить сейчас из стрима. Но я покажу тебе Васю рады обязательно. Вот. Так, Людмила Улицкая. Может быть, это хорошая книга. Я слышал про Улицкую, но я, честно говоря, никогда не читал. Так, Сэм говорит, чтобы я чаще делал такие стримы. Может быть, да, потому что я всегда думал, что лайвстрим это очень тяжело, да, стримить очень трудно, поэтому я всегда этого боялся и ждал вот 10 тысяч подписчиков. Но видите, сегодня нас уже 40 человек, уху, круто. Я думал, что никто не придет, вот. Так, да, ты все понимаешь, круто, круто, Сэм, я очень рад. Так, Энтони, ты из Нигерии. Классно. У меня есть друзья из Нигерии. Когда я жил в Ханое, мои соседи, они были из Нигерии, из Лагос. Вот, и они говорили на йоруба языке, я помню. Вот. Так. Если заканчиваю А1, А2, все видео, тогда я могу хорошо разговаривать. Ну, я думаю, конечно, если человек говорит на уровне А2 и выше, то я думаю, что этого достаточно, чтобы просто разговаривать с людьми на ежедневные темы каждый день, не знаю, что-то такое простое. Да, я думаю, это достаточно хороший уровень Юмид, вот. Привет, Имре, я тебя тоже рад видеть, вот. Так, Золтан говорит, какая часть русской культуры вам ближе всего, кроме гостеприимства? Я думаю, как ни странно, спонтанность. Да, мне очень нравится спонтанность, что русские люди могут очень легко вот так куда-то поехать, что-то, не знаю, увидеть. То есть, допустим, я могу позвонить моему другу и сказать: «Хей, поехали сегодня, сходим, не знаю, на море», да? И он пошел. То есть, мне это очень нравится, что русские люди могут быть очень спонтанными. Так, что здесь еще? Так, привет, Эндрю, привет. Ничего страшного, тебе нужно уходить. Но я рад, что ты пришел и поприветствовал меня. Вот. Как можно платить как рада во время встречи? Ага, тут у меня собирается маленький donation, как сказать, фан-группа. Вот. Ничего, Джоэл, ты можешь потом это сделать. Вот, ничего страшного. Легко ли быть веганом во Вьетнаме? На самом деле очень легко. Да, легко, потому что здесь у нас есть, во-первых, очень много фруктов, очень много овощей, и они совсем недорогие, да, то есть очень хорошая цена, и, да, как сказать... Да, я думаю, что в этом проблем нет с едой. И плюс здесь есть очень много веганских кафе, потому что здесь очень много буддистов. Да, и так как здесь много буддистов, то они очень многие едят веганскую еду, и да, поэтому очень легко найти еду, вообще без проблем. Так, да, конечно, я выкладываю видео B1, B2. К сожалению, у меня их не очень много, потому что большинство моих студентов — это те, кто только начал изучать русский язык, поэтому обычно я делаю видео А1, А2, но иногда я буду делать B1, B2 тоже. Вот.
Так, природа фигурирует в ваших подкастах и видео. Что для вас значит природа? Хороший вопрос, Золтан. Для меня природа значит очень многое, да, потому что я не вырос в деревне, но я вырос недалеко от деревни. Я очень много времени в детстве провел в лесу, на Байкале, у бабушки на даче, поэтому я не могу жить без природы, да. То есть я жил 5 лет в большом городе во Вьетнаме, в Ханое, и это было очень тяжело. И сейчас я живу в маленьком городе, у меня перед домом пасутся коровы, бегают курицы, все зеленое, и мне очень нравится. Вот. Почему ты не приглашаешь твоих студентов на твой день рождения? Конечно, я приглашаю. Приезжайте ко мне в гости. 22 февраля будет мой день рождения. Вот. И да, там, как сказать, да, приезжайте ко мне в гости, когда хотите. Здесь Хойан, Вьетнам. У меня будет здесь день рождения. Мне исполнится 30 лет. 30 лет. Буду большой мальчик, да. Спасибо, Джоэл. Вот. Поэтому, да, если кто-то хочет, то с радостью милости просим. Ну вот, друзья, наш стрим подходит к концу, к сожалению. Да, только 30 минут, потому что потом моей сестре надо будет делать субтитры, транскрипцию ко всему этому. Поэтому большое объявление. Да, сейчас мы сделаем такую штучку, посмотрим, получится или нет. Так. Не знаю, что я сделал, но что-то получилось. Так, возвращаемся. Вот. Значит, через 1 месяц, в следующем году, в начале 2023 года, в январе, я запускаю мой первый онлайн TPRS Comprehensible Input курс. Да. Если вы понимаете, вы все правильно услышали. Я почти целый год работал над курсом, вот, и это будет пока только первая часть этого курса. Он будет бесплатный, то есть вы можете им пользоваться. И этот курс для абсолютно начинающих от уровня А0 до уровня А1. То есть даже если вы уже что-то знаете, и если вы сегодня меня понимаете, то, может быть, этот курс будет для вас слишком легкий. Но вы можете все равно его попробовать и посмотреть, как вам нравится, да. То есть я еще об этом оповещу, когда будет конкретная дата этого курса. И если вы хотите получить уведомление, notification, да, уведомление об этом курсе, когда он выйдет, то вы можете отправить мне имейл на мой имейл, отправить мне письмо на мой имейл in russianfromafar@gmail.com. Еще раз. in russianfromafar@gmail.com. Отправьте, скажите: Сергей, я хочу попробовать твой курс бесплатный. Когда он появится, я вам скажу. Вот. Так, ой, это мой будильник. Он говорит, что мне пора заканчивать. Вот. Да, крокодильчик Вася уже спит. В следующий раз он придет. Я покажу Рада крокодила, когда он вернется. Когда Рада придет ко мне в гости. Вот. Да, это все на сегодня. Это был мой первый стрим. Надеюсь, он был не слишком такой сумасшедший. Вот. Надеюсь, всем было все понятно. И я не использовал мою доску. Да, вот это не использовал. Но, надеюсь, вам понравилось. И я постараюсь делать стримы чаще. Вот. И, может быть,
Я буду делать эти стримы хотя бы, не знаю, один раз в несколько месяцев. Вот. Так, да, здесь, Лорен, я прочитаю то, что ты сказала. 23 видео. Да, спасибо, Лорен, что ты так часто слушала мой подкаст и что тебе понравилось. Ну все, друзья, я здесь заканчиваю. Желаю вам всего хорошего. Доброго утра, доброго дня и доброго вечера. Доброго времени суток, мы так говорим в России. До скорого и пока-пока.